Всем привет! Привет, мои подписчики, привет, гости моего канала. Меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайф. Друзья, в этом ролике я буду показывать, как я конопачу баню, которую строил у себя на участке. Баня из сруба, сосна, и прокладываю я между бревнами не джут, не что иное, а именно мох. Строительный мох, или по-другому это, скажем так, мох сфагнум. Что он из себя представляет? Показываю пока что в высушенном состоянии. Это вот такой мох, но он уже подсыхает. Если же его только нарвать в лесу, то он выглядит вот таким образом. Светло-зелененький, местами даже бесцветно-белый. Вот так выглядит. Вот таким мхом я и прокладывал. В мешке с мхом попадаются корешки, которые нежелательны в прокладывании. Могут попадаться шишки, которые обязательно надо удалять, убирать. Если попадаются какие-то веточки, тоже желательно убирать. Травинки, если уж попадутся, ничего страшного. Ну, то есть я, скажем так, если есть возможность убрать, я убираю. Если нету, я оставляю. Сруб пока поставили не весь. Еще 4 венца у нас осталось. Это надо будет положить. Это в ближайшее время будем делать. И также надо будет прокладывать мхом. И, дорогие мои друзья, скажу я вам так, по своему опыту. Во-первых, смотрите, что получается. Вот это мох, который где-то мы надергали, но он не совсем правильный. Видите, с корешками. Вот нежелательно вот такой мох складывать при строительстве бани. Но если он есть, если только такой уже есть и внутри, ну хорошо, пускай будет так. Но желательно не складывать. Желательно вот такой пушистый, светло-зеленый, мягенький. Он будет действовать как вата, как обычный хороший утеплитель. Следующий момент, который я вам хочу показать, это, скажем так, разного цвета мох. Почему это произошло? Вот до сюда. Вот это последнее бревно, которое мы положили 2 недели назад. И после этого уехал я в отпуск. Сам мхом, который остался, он, скажем так, превратился, смотрите, просто он сухой. Конопатить его, в принципе, ну невозможно. То есть, когда я начну его запихивать туда конопаткой, он будет крошиться. Поэтому, друзья мои, если вы будете строить баню, складывать сруб, делайте это сразу. Сразу мох конопатьте. Даже, вот смотрите, 3 дня складывали сруб, мох он подсох, обесцветился, и тоже за 3 дня на солнце он превращается, скажем так, в труху. То есть он уже для конопатки, для конопатчения, для мшения он не совсем, скажем так, подходит. Ну как подходит? Подходит, он забьется туда внутрь, но это будет, скажем так, мучение. В плане того, что он, видите, вот полетел. Я его трогаю, а он полетел. Вот трогаю, а он пушистый полетел. Поэтому сразу, как только положили бревна, лучше сразу конопатьте. Дальше, если слишком долго вы будете ждать, то получается какая беда. Если пошел дождь, капает на верхнее бревно. Дальше с бревна водичка стекает в мох. И в этом месте, где мох, а он хорошо впитывает, он хорошо гигроскопичный, он хорошо впитывает влагу. В этом месте влага воздействует на ниже лежащее бревно. И бревно начинает, скажем так, подгнивать. Я вам продемонстрирую у себя, как это было. Вот посмотрите. Вот в этом месте у меня торчал мох. Не здесь, а вот здесь. И вот это бревно, посмотрите, оно начало чернеть. Имеется в виду, оно начало подгнивать. Вот здесь можно посмотреть, видите, убрал мох, убираю, черное, это от мха. Поэтому лишнее, которое не получится, срезайте к чертовой матери. Сейчас я вам все это покажу, как буду делать. Не надо оно. Вы потом свежим, хорошим мхом, влажным, будете все это конопатить. И у вас это будет быстрее, чем я сейчас буду мучиться с тем, что у меня вот осталось. Притом разные щели есть. Есть большие. Вот у меня здесь где-то палец попадает. Показываю вот на примере, как можно выпилить бревно. Вот в этом случае
принципе, достаточно идеально. Положили мох, положили бревно, и здесь зазора нету, здесь не проконопатить, ничего невозможно. Но мох внутри уже присутствует, утеплитель. А здесь небольшая щелка. Вот через него и можно будет конопаткой напихать еще чуть-чуть мха. Но здесь, видите, побольше. Много мха пихать нельзя. Потому что вы напихаете, можете напихать до такого уровня, что у вас поднимет это бревно. И конструкция будет, скажем, неустойчивой. Хотя у вас будут шканты. Дальше. Вот выпилено бревно. Здесь вот такой зазор. То есть, сколько там? Полпальца. А здесь полностью палец. Вот через это я буду конопатить. Это такой, скажем, такой сруб получился. Либо его повело, либо так его срубили, либо, скажем так, мы неровно положили. Но в любом случае мы просматривали все лапы. То есть лапа здесь у нас лежит так, как и должно быть. Как спилено, то есть никаких отклонений нету. Соответственно, скорее всего, вот так и срубили, спилили нам этот сруб. Вот что у вас получится внутри. Ну а вот этот, посмотрите, вот он лишний. А здесь лишний, его надо срезать. Назад его туда я никак не запихаю, по крайней мере такой сухой. И сейчас буду к этому приступать. В качестве конопатки я использую такой, скажем так, кусочек дерева. Это от ящика из-под фруктов, там, я не знаю, черешня или вишня была, или абрикосы. В общем, ящик, приехавший из Узбекистана. Он по толщине меня устраивает. Дальше я разделил его на две части. Эту дощечку получилось две вот таких. Затем я шлифанул болгаркой, шлифовальным кругом, и превратил вот в такую конопатку. Здесь у меня где-то 1-2 миллиметра. Дальше идет на расширение, и просто вот так рукой держу и конопачу. Если продемонстрировать, то примерно это как-то выглядит вот так. Где-то я просто вот так подпихиваю, где есть возможность. Но видите, вот о чем я говорил, сухой мох, он тут же крошится и не получается. Но это я так конопачу, кто-то может по-другому. В любом случае я делаю, скажем так, утепляю свою баню как могу, без специалистов. Ну, надеюсь, я все это делаю правильно. Вот таким образом. Здесь вот посмотрите, мне сейчас горбылек мешает. Я еще подточу эту дощечку, сделаю еще вторую. Но при этом покажу, что я у себя нашел в гараже, что у меня есть. Вот такой какой-то срез был, тоже сейчас его немножко затуплю. По изгибу достаточно такой твердый, соответственно, для конопатки может подойти этот клинышек. Тоже им буду конопатить. Есть клипсодерка, в автосервисе взял, ею буду кое-какие моменты также конопатить. Я думаю, эффект будет. Ну и в тоненьких местах у меня это будет шпатель. Шпатель сам по себе металлический, и края у него острые. То есть в тот момент, когда я мох начинаю запихивать, он режет его. Он его режет острыми кромками. Поэтому, чтобы он не резал, я взял просто скотч, липкую ленту строительную, такую вот серенькую, армированную, и в 3 слоя просто налепил. Раз, слой, 2, 3, даже 4 слоя. И у меня вот здесь торец получился достаточно тупеньким, специально, чтобы мох он мне не ломал, не резал его, а просто запихивал, заталкивал туда. То есть вот таким образом и будет происходить конопачение, мшение, что ли. Все в кучу. Здесь у меня будет, правда, дверь, но вот тоненькая штука. И смотрите, я начинаю резать, засовывать, не засовывается. Здесь у меня бревно к бревну плотно прилегает. Значит, я вот это все отрежу лишнее, а там, где возможно делать, это я буду. Сухой мох я тоже сейчас буду убирать, потому что он хороший сам по себе, да, то есть он такой, который должен там внутри быть, но его запихивать
очень трудно в плане того, что он крошится. А там желательно, чтобы он залез целиком и там подсохнет, и тогда будет такой, как мне нужно. Все, пошлите делать конопатку вторую из деревяшки, из дощечки, о которой я вам говорил. Вот из вот этой. Эту я тоже подтуплю, эту еще подточу, и будет у меня 3, 4, 5 конопаток. И вот какие получились. Эту я просто обновил, который до этого работал. Сделаю чуть-чуть потоньше, но при этом угол сделал поострее. И вот это, скажем так, здесь потолще, сама она потоньше и тоже подлиннее. Везде, скажем так, затупил углы, чтобы было удобно работать. Ну и вот этот клинышек тоже получился вот такой аккуратненький. Вот сейчас давайте конопатить. Я вам показываю старый мох. Начинаю. Ну тут и щель такая не крупная. Не очень. Вот я пытаюсь. Вот этот большой шмат, он не нужен. Плюс тут и тростинка попалась. Так разложили мох. Бывает такое. И вот потихоньку туда засовываем. Но при этом мох сейчас режется. Опять палочки попадаются, убираем и вот конопатим. До упора не надо. Шишки вот эти всякие тоже убираем, а есть еще крупнее. То есть не залезло, значит в сторону. Потом свежим мхом мы все это проконопатим. Так, здесь просто у нас вот это тоже лишнее. Трава, брусничник, все это в сторону. Видите, он торчит. Все это мешает. В данном случае это мешает. Никакой эстетичности. Какая-то щетина торчит. Убираем, не стесняемся. Если мох выпадает, ну имеется в виду как бы лишний или срежем, когда мы, ничего страшного. Мы еще потом пройдемся. Это не первый раз. Вернее, не последний раз будем конопатить. Мох, который трехдневной давности. Смотрите, он достаточно хорошо заходит, пока еще не сильно не крошится, но тем не менее. Поэтому лучше заложить туда мох свеженький, он там и высохнет. А здесь эти бороды оставлять нежелательно, даже при укладке на день, особенно если дожди. Потому что вот здесь оставил, и смотрите, вот это очертание черный контур, это был борода, вот такая, во, посмотрите, вот она лежит. Это из-за того, что здесь был мох, он намок от дождя, и здесь, я думаю, вот сейчас тоже будет контур, посмотрите, да, вот он есть, нежелательный. Все это убираю, все это ненужное, вот, иначе таким образом все сгниет, да. Самое интересное, это 2 недели назад я конопатил, потом, вернее, укладывали бревна, уехал в отпуск на Горный Алтай, а здесь на неделю уехал, а здесь всю эту неделю, даже больше, лили дожди. Вот оно, и дерево начинало уже, скажем так, подгнивать. Да, подгнивать, я все прекрасно понимаю, поэтому имейте в виду, вот вам такой маленький совет, лучше сразу проконопатить, ну, если не сразу, то хотя бы на следующий день, потому что он потом подсыхает и вот так начинает крошиться. Начинает крошиться, будете делать двойную работу. То есть еще дополнительно мох рвать, покупать, где вы там его берете. И все. Вот смотрите, какие большие куски мха. Тоже это все убираем. Это все лишнее. Вот, и вот так будем бревнышко за бревнышком идти. Место конопаткой вы можете посмотреть, там места хватает. Когда слишком упираетесь уже, тогда все, хватит. Ну, вот здесь можно, смотрите, сколько еще, видите? Я только уперся, чуть-чуть продавил его. То есть это можно быть здесь поменьше, здесь тоже меньше. Вот, ну и разные щели.
Здесь у меня получилась большая щель. Вот как я мох укладываю. Вот. Засовываю туда. Здесь у нас небольшая щель. Вот потихонечку, вот так вдоль бревнышка. И пошел в тот свой треугольничек, который у меня есть. Но сухой мох, он уже начинает крошиться. Все, всю эту баню мне теперь предстоит пройти. Да, ну и все эти щели тоже конопатим, которые у нас здесь остались. Где-то побольше, где-то поменьше. Все это проходим, продавливаем и убираем лишний брусничник. Все это мне предстоит сегодня, завтра делать. То есть объем работ очень большой. Сейчас лишнее я срежу. Буду срезать и конопатить, срезать и конопатить. Даже я иногда делаю так. Если вот этот хороший мох, да, в принципе, смотрите, он достаточно пушистый, да, крошится, но его можно куда-то, вот скажем, вот сюда можно законопатить, да, подложить. Можно не свежим, а сначала этим. Вот так раз я туда положил. Все. И пушисто будет зимой. И тепло. Вот таким образом. Ну а сейчас набираю скорость и попру все это делать. Да, кстати, изнутри это тоже надо будет сделать. Также объем, он, посмотрите, большой. Бывает так, что изнутри нету щели, зато снаружи. И наоборот, снаружи нету щелей, а внутри большие. Поэтому с какой-то стороны, да, все равно законопатится. Одну стену прошел наружную, срезал лишний выпирающий мох, который торчал наружу, и подконопатил, увидел, где щели у меня появились или, скажем так, были. Вот я продавил, вот здесь плотно лежит бревно, тут ничего не надо будет конопатить. Здесь тоже не надо будет, здесь надо будет, и вот так, посмотрите, все это потом сядет и хорошенько будет. А вот черное, вот здесь черное, это был старый мох, о котором я говорил. Дождик пролил, хорошенько все промочил, зараза. Вот когда надо грибы поливать, тогда его нету. А когда сруб уже положили, все, он льет. Вот черные вот эти пятна, это были под мхом за 2 недели. Это все набралось. Ладно, продолжаю. Время летит достаточно быстро. Конопатил я сейчас, наверное, минут 20-30. Еще сколько? Всего 8 стен. Ну, то есть 4 стены с наружней и с внутренней. Одну прошел со снаружней, значит, осталось 7. Срежу и чуть-чуть продавлю тот мох, который останется.
снаружи полностью проконопатил, имеется в виду обрезал старый мох, срезал и его туда внутрь законопатил. Посмотрите, все прям хорошо, даже вид совсем по-другому стал у баньки, прям как уже живая, как будто используемая, что она теплая, кажется, и внутри бы сейчас веничками попариться. Ну, это пока что обманчиво. Вот, посмотрите, это снаружи, внутри руки не то что не дошли, а не успеваю, прямо сейчас не успеваю, ну, вернее, успею только срезать, проконопатить я не успею. То есть я срежу мох и в ближайшее время опять будем укладывать бревна, а потом буду уже не спеша конопатить. Так что сейчас будут бревна. У вас на экране это канал Юрганов Лайф. Друзья, это Иван, с вами конопатим. Жарко, очень жарко, мошка кусает, летает, но делать нечего, потому что надо делать. Все, для вас буквально мгновение, для меня где-то дня через 2 будет продолжение. Подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, пишите ваши комментарии, как вы конопатите, может знаете какой-то другой способ, может я что-то неправильно делаю. Для меня это важно, я это делаю впервые, но я как понял, что это по моему методу, наверное, правильно. Все, пошел переодеваться, уезжать. Скоро увидимся. Изнутри струба я тоже весь старый мох обрезал. Все, что у меня торчало, я засунул, законопатил внутрь. Кое-где остались щели, просвет. Соответственно, вот эту полость, которая, скажем так, щели не до конца законопаченные, придется набивать свежим мхом. Вот посмотрите, вот сюда надо будет, вот здесь тоже надо будет. Вот в этом месте, в принципе, видите, достаточно плотно прилегает бревно. В любом случае я сюда не смогу не засунуть, скажем так, мох, не законопатить. Ну а с другой стороны, раз здесь плотно, мох, который был внутри, изначально, когда прокладывали бревна, он там и остался. И раз здесь щели, скажем так, нету, в этом месте проходить холодный воздух уж точно не будет. Так, ну вот, надо будет все это сейчас проконопатить. Я покажу, как я это буду делать. Вы посмотрите, напишите мне, правильно делаю или нет. Для меня это очень важно. Но я считаю, что буду делать правильно. Поэтому прямо сейчас и приступлю. Кстати, смотрите, сколько мха у меня осталось. Вот, в принципе, вот такой хорошенький, да. Но был бы он свежий, был бы замечательно. Это я все срезал. Излишки, скажем так. В любом случае у меня еще есть в мешках хороший, сырой. Ну, здесь сверху он чуть-чуть подсох, ну а внутри он, в принципе, вот такой замечательный. Вот им и буду конопатить сейчас.
И вот какой получается шов. Если попробовать на мягкость, то вот такая плотность у меня получилась. Типа валика, мне этого достаточно. То есть я из мха делал примерно валик. И равномерно запихивал его внутрь, в щель, где пустота в бревне выпил. Вот здесь можно еще, в принципе, добавить. Это я потом еще пройдусь, просто вам показываю. Так, еще раз покажу. Давайте вот теперь на этой щелке. Смотрите, где-то проваливается сильно, где-то поменьше, но в любом случае. Давайте я здесь тоже еще раз законопачу и покажу. Вот есть у нас щель. Еще раз продемонстрирую. То есть камеру зафиксировал, взял мох, ну скажем так, пучок, да, вот такой. Столько себе отсоединил. Чуть-чуть равномерно распределил по щели и чуть-чуть притрамбовал. Вот, пока так выступает, теперь потихоньку запихиваю внутрь. Лишнее я удалю, а то, что залазит, это здорово. Вот такая, скажем так, твердость меня устраивает. То есть уже и мох как бы может и дальше продавиться, но он стоит здесь. То есть щель заполнена. Это мне самое и надо. Здесь это лишнее, я вот так и отрежу. Вот она заходит. Все равномерно. То есть в принципе то, что мне и потребовалось. То, что я себе до установки. Дальше отсюда вот. Здесь у меня заполнено. Отсюда у меня опять можно работать. Берем опять мох. Чуть-чуть отсоединяем. Делаем типа валика. Что-то вроде валика. Придавил. Во. И получается травинки, если они вам мешают, удаляйте. Если это легко сделать. Дальше. Опять здесь пучок я распределяю. Дальше по щели. Во-во-во-во. Вот таким образом и получается. Замечательно. Смотрите. Все набивается. Потом мох подсохнет. И у меня будет здесь уже сухой мох в щели. Я его шевелить никак не буду. Когда бревна сядут, это, скажем так, щелка закроется, как замочек. И мох останется внутри. Утеплитель самый натуральный, что ни на есть. Так, еще можно здесь чуть-чуть добавить. Понемножечку. Во-во-во, таким образом и получается. Везде одинаково. То есть плотность одинаковая везде. Вот как буду конопатить щели до такого состояния, до такой твердости, чтобы мох и не торчал, но он был плотно набит в эту щель. Вот до сюда я законопатил. Дальше, смотрите, у меня продавливается. Вот пустота. Вот здесь пустота, надо будет побольше. Это я не проходил. Буду проходить это после того, как поставлю крышу. Дособираем сруб. Сейчас я это сделаю для того, чтобы те лохмотья, которые у меня торчали, они не намокали дождем. И чтобы не появлялось вот таких черных пятен на дереве, потому что это потом сложнее будет удалять. Но в любом случае я, скажем так, опередил. Пока дождя нету, я сделал вот таким образом. То есть если дождь пойдет, дерево у меня будет, ну, намокать, а потом сохнуть, намокать и сохнуть. Чернеть оно уже не будет. Мох я также оставлю здесь в мешках, в срубе. Просто уберу солнце, чтобы солнце не попадало. Закрою, чтобы не высыхал быстро мох. Если надо будет, потом еще смочил его водичкой, и он готов к работе. При этом он не гниет. Чем больше влаги, тем дольше он сохраняется. Вот смотрите, уже сколько, почти 4 дня или сколько, даже 5 мох
лежал в мешках, ничего ему нету. Он достаточно такой в рабочем состоянии и готов к тому, чтобы им конопатили. Вот, ребят, такой короткий ролик по поводу того, как я буду конопатить баню с труб из сосны 6 на 6 метров. Вы только что посмотрели ролик на канале Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Ребята, если вам ролик оказался полезным, информация оказалась полезна, ролик интересным, а канал, скажем так, позитивный, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф, пишите ваши комментарии, что делаете, как вы делаете, как я делаю неправильно, или я забегаю наперед, или мох у меня не того качества. Обязательно напишите в комментариях, как надо сделать правильно. Или обязательно ставьте лайки, если я уже делаю правильно. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Дальше будет у меня крыша, сруб дособираем. Ну, короче, стройка идет полным ходом. Начало августа, сегодня 1 августа, завтра праздник. Всех ВДВшников я поздравляю наперед с днем ВДВ. А я с вами прощаюсь, до новых встреч и говорю вам пока.